Всем привет! В прошлых двух выпусках я рассказывал о населении своего аквариума. В этом выпуске я хочу более подробно рассказать о его оснащении и заодно ответить на наиболее частые вопросы, которые мне задают. Но сразу оговорюсь, в этом хобби я скорее новичок и не осмелюсь давать ответы на многие вопросы, в которых у меня нет собственного опыта. В морской аквариумистике есть разные варианты систем с разными наборами оборудования, которые я даже в руках не держал. В основном большинство новичков заходят в это хобби с небольшим аквариумом в среднем от 30 до 100 литров. Это так называемые нанорифы. Реже запускают сразу большие системы с нижним сампом, если позволяет бюджет. И во втором случае я считаю самое главное, чтобы вам помогал человек, который в этом деле имеет богатый опыт и который поможет вам собрать систему по уму и без ошибок. Ну а маленькие нанорифы — это своего рода песочница, в основном с простыми и неприхотливыми кораллами, которые прощают многие ошибки новичков. На этом этапе в первую очередь можно понять без больших вложений, подходит вам это хобби или нет, способны ли вы ухаживать за аквариумом и хватит ли у вас на это времени. Возможно, это было мимолетное увлечение и интерес со временем пропадет. Но если вы поняли, что море это ваше навсегда, в дальнейшем вы обязательно будете собирать систему побольше и уже имея при этом некоторые навыки. Я же в свою очередь застрял на этапе песочницы и, честно признаюсь, переходить на следующий уровень пока не спешу. Теперь подробнее о моем аквариуме. Для его содержания не требуется много затрат. В основном нужна соль и периодически замена фильтров для системы обратного осмоса. Вода. Есть кто и на водопроводе держит банку, но я не рискую. Я живу в новостройке, и первый год вода была ужасного качества. Вот в таком состоянии был предфильтр за полгода эксплуатации. В предыдущей квартире, когда разбирал фильтры на замену, такого загрязнения и близко не было. Фильтр обратного осмоса у меня Atoll A550. Для аквариума воду я набираю не из бака, а после 4 колб. Это предфильтр, уголь, постфильтр и мембрана. Фильтра меняю раз в полгода, мембрану раз в год. ТДС на выходе показывает 4 единицы. Для лучшей очистки можно было еще добавить колбу со смолой, но у меня ее пока нет. Баком и минерализацией я пользуюсь только для питьевой воды. Для аквариума я набираю воду в 5-литровые бутылки. У меня она набирается за 40 минут. У всех может набираться по-разному, и все зависит от напора воды. Хочу дать очень важный совет начинающим коллегам по хобби. Возьмите за правило сначала включать будильник на то время, за которое набирается ваша тара, и только потом открывать краник с водой. Свет. Расстояние до светильника в Cetus-2 от кромки воды примерно 24 см. На родных кронштейнах висели примерно на таком же расстоянии. Часто спрашивают, какие настройки у меня стоят. В описании я оставлю ссылку, где будут актуальные настройки в настоящее время, так как с настройками я периодически экспериментирую. Внешний фильтр Tetra EX800+. Часто спрашивают про наполнение фильтра. В фильтре 4 отсека. Почти 2 года было следующее наполнение. Нижние 2 отсека были наполнены керамическими кольцами, потом пустой отсек и верхний отсек с губкой. Почему отсек был пустой? Просто колец изначально не хватило, но этой биозагрузки хватало, чтобы переработать отходы жизнедеятельности 2 небольших рыбок. А зачем губка в верхнем отсеке? В системе образуется детрит, и он где-то скапливается. В песке, в фильтре и в губке он очень хорошо задерживается. Для меня было удобно раз в месяц или раз в 2 месяца достать губку и выжать пару раз в слитой аквариумной воде. Если бы был скиммер, скорее всего грязи скапливалось бы меньше. Недавно я убрал губку и забил все 4 отсека керамическими кольцами. Я добавил еще одну рыбку, плюс мои клоуны немного подросли, поэтому сейчас нагрузки на фильтр стало немного больше. Кстати, после того, как я добавил еще одну рыбку, зантусы стали лучше себя чувствовать. Раньше, если я не подкармливал пару раз в неделю зантусы рифроидсом, они мельчали. Последние пару месяцев я вообще перестал их кормить. Но я просто так думаю, что это взаимосвязано. Конечно, информации о том, какие изменения произошли, было бы больше, если бы у меня были тесты хотя бы на фосфат и нитрат. Но их у меня нет и никогда не было. И это скорее пример того, как поступать не нужно. Тесты лучше купить сразу на запуске и научиться ими пользоваться. Есть важные параметры, для которых они будут нужны. Но также не менее важно знать и понимать свой аквариум визуально. Думаю, это приходит, когда много времени проводишь перед аквариумом. За все это время я уже хорошо познакомился со своей банкой и сразу вижу малейшие изменения, когда нужно что-то предпринять, возможно уменьшить корм, подправить течение или свет. Также понимаю, когда нужно просто убрать руки от аквариума и оставить его в покое. Течение.
Помпа Jibao SV2 в основном работает в режиме ELS. Это рандомный режим, где прерывистое течение чередуется с постоянным, с разной интенсивностью потока. Такое течение хорошо поднимает несъеденный корм и детрит со дна. У меня песок очень мелкий, примерно миллиметр фракции, но течение его не сдувает. Иногда могу переключить в режим H с непрерывным течением. Автодолив. Наконец-то у меня появился данный девайс, и теперь мне не нужно каждый день вручную доливать воду. Автодолив Commoer 2. Сразу убрал присоску с металлическим шурупом, который держится на помпе. Синий датчик для поддержания уровня воды. Красный датчик аварийный. Отключает автодолив, если синий датчик не сработал. У меня такое случилось сразу после его установки. После подключения все работало исправно, но минут через 20 я услышал сигнал, который звучит, когда закончилась вода в емкости с помпой или когда сработал аварийный датчик. И это был именно этот случай. К синему датчику прилип маленький пузырек воздуха, и он не сработал. Такое бывает, когда окунаешь новые предметы в воду. Уровень воды поднялся до красного датчика, и помпа отключилась. Это был единственный случай, а так все работает исправно, и он мне очень нравится. Соленость держу 35 промилле. По оборудованию это все. Свет, фильтр, помпа течения и автодолив. Температура. Температура 23-25 градусов. Обогревателя у меня нет, я его убрал еще в начале лета. Понаблюдал, как кораллы отреагируют на колебания температуры. Никаких изменений не заметил. Скиммера у меня никогда не было, обогащения кислородом хватает за счет перемешивания воды. Но это не единственное его предназначение, и о важном значении пенника я пересмотрел много информации, и мне зачастую рекомендовали его поставить. Но конкретно в этой банке я в нем смысла не вижу. Банка. Аквариум я установил на небольшом расстоянии от стены, чтобы был доступ сзади. Чищу стекла магнитным скребком и скребком с длинной ручкой. Благодаря небольшим габаритам аквариум легко обслуживать. И если чистить магнитом, светильники можно снять, чтобы кронштейны не мешали. Если длинным скребком, светильники можно повернуть. Декорации тоже специально ставил на некотором расстоянии от стекол, чтобы я мог спокойно пройтись магнитным скребком. Много кто оставляет заднее стекло зарастать кораллиной и водорослями. Это выглядит интересно, но мне больше нравится, когда фон чистый. И также стараюсь не размещать плашки с фрагами на песке и найти им место на декорации, пусть даже временно. Потому что если на песке лежит хоть одна плашка, будет эффект беспорядка. Но иногда все-таки приходится вешать на стекло полочку, если фрагов на продажу после прополки кораллов получается слишком много. Также нано-рифы мне нравятся небольшими декорациями, которые можно без труда вытащить из аквариума. В морской аквариумистике очень много различных нежелательных гостей, которые могут незаметно обосноваться в аквариуме. И иногда лучший вариант это исправить и обслужить декорацию вне аквариума. Много вопросов про шум. Конкретно этот аквариум очень тихий, можно сказать бесшумный. Как работает внешний фильтр тетра, вообще не слышно. Так же, как и светильники. Если только поднести ухо к цетусам, можно услышать шелест вентиляторов. В кромешной тишине можно отличить звук работы помпы течения. Если сравнивать с шумом от фильтра рюкзака FZN3, который был в 30-литровом аквариуме, рюкзак действительно был шумный, хотя мне спать не мешал. Также часто спрашивают, какого размера выбрать первый аквариум. Учитывая свой опыт, я бы все-таки советовал брать аквариум без фильтра рюкзака и внешнего фильтра, а с задним сампом размером 40 на 40 или 50 на 50, а подбирать размер после того, как выберете освещение, чтобы использовать ресурс светильника на всю площадь. Если светильник покрывает 40 на 40, берите такой же и аквариум. Соль. Соль у меня Red Sea Coral Pro с самого начала. Никаких добавок я не дозирую. Аквариум живет исключительно на подменах. 15% строго раз в неделю. Это единственный пункт, который я не нарушаю и с которым я не экспериментировал. Это еще один плюс нано-рифа. Все необходимые микроэлементы можно поддерживать подменами. Если бы я раньше знал, что так можно, то морской аквариум завел бы уже давным-давно. Меня всегда отталкивало все это оборудование и бурление в сампе, и мне казалось, что это очень сложно. За счет небольших объемов соли много не уходит, да и все эти затраты можно спокойно покрыть, продавая кораллы, которые будут в дальнейшем расти в вашей банке. Когда я все-таки перееду в большую систему и будет какой-то более прогрессивный опыт, я обязательно поделюсь своими наблюдениями, успехами и неудачами. Теперь о последних изменениях. Поменял песок. Старый песок был уже совсем грязным. И еще он мне не нравился тем, что у него большой разброс по фракции. Есть большие частицы и совсем мелкие. В песке жило много гомаруса, который постоянно ворошил песок и поднимал крупные частицы кверху. Сейчас я засыпал коралловую крошку очень мелкой, а главное однородной фракцией. Надеюсь, такой песок не будет так сильно обрастать водорослевым налетом и дольше сохранит привлекательный вид.
Потом обязательно поделюсь впечатлениями, как он будет себя вести в аквариуме. Песок я убирал шлангом при еженедельных подменах. За 3 недели я полностью освободил дно. Перед тем, как засыпать новый песок, хорошо промыл его в осмосе. Через пару дней диатомовые водоросли стали активно покрывать новый песок. Через 2-3 недели диатомовые водоросли стали постепенно исчезать, а окончательно прошли примерно через 1,5 месяца. Наконец-то удалось избавиться от мелких улиток. Долго и нудно я вылавливал их пипеткой вручную. Также завел помощников, несколько хищных улиток морула, которые охотятся на других улиток. Улиток колумбилит я решил сохранить и убрал их в 30-литровый аквариум. Много кораллов порезал и распродал, так как аквариум, на мой взгляд, стал слишком пышный, и я решил сделать небольшую стрижку на вырост. Посадил новую уфилию, она уже вовсю делится. Прежнюю уфилию я продал, оставив себе одну голову. Остатки Акантострей лорди потихоньку восстанавливаются. Я думал, что этот фраг не выживет. Также приобрел одну голову бластомусы. Бриариум уже полностью закрыл площадку, которую я для него сделал. Вниз на декорацию он не расползается, а свисает с площадки, и проблем с контролем его роста нет. Декорация из цемента наконец-то потемнела и почти полностью заросла зонтами. Руканемоны потихоньку растут, и по мере роста они выбираются из уже ставших тесными керамических колец, и я перемещаю их в домики побольше. Что будет дальше? Есть у меня несколько идей, и если это получится так же круто, как выглядит у меня в голове, то, думаю, будет интересно. А на этом пока все. Спасибо за просмотр.